Да, я психолог, но мне до пизды. Заработал 32 миллиона рублей. Вредные привычки. Алкоголь, наркотики. Замыливает твой глаз. Меньше ебей мозги себе и больше делай. Ты транссексуал? Кручу охуенную женщину. Ты круче, чем Мадонна, да, круче, чем нахуй все, что есть в Америке. Полная хуйня, на самом деле. Hello, man. Здравствуй. Ну, расскажи, чем ты занимаешься? Я учусь, работаю в школе психологом и занимаюсь музыкой еще попутно. Ну, вот, в принципе, и все. Чем я занимаюсь, да, уже. Где ты учишься? Я учусь в университете в ГПТУ. Социально-психологическое консультирование. Давно? Вот только поступил на магистратуру. И работаешь ты в школе кем? Психологом? Да. С сентября этого года я работаю психологом в школе. Угу. Ну как тебе? Очень интересно. И это хорошая работа, хорошая возможность узнать людей, вообще поколения, новые взгляды, новые мысли, какие переживания. Это полезно для моего опыта. С разных сторон, как посмотреть, все будет хорошо. Так что вот так стараюсь понемножку. Полная хуйня, на самом деле. Заебывает пиздец иногда. Реально. Скучно. Хочется, типа, знаешь, чего-то такого, как... Не знаю, как писать. Ну, а так интересно вообще, да. Ну, что происходит в жизни. С ним сталкиваешься, не сталкиваешься. Вообще не важно. Угу. И что было последним у тебя в жизни, что вызвало какое-то максимально эмоциональное переживание? Был у меня случай, типа, вот меня поставили, типа, для маленьких детей, короче, следить за ними, типа, как продленка. Часы классные. Вот, и там были сложные моменты. Я был не подготовлен, и поэтому испытал очень эмоциональное такое стрессовое состояние, которое напоминало очень сильно бэд-трип такой. Жесткий бэд-трип. Не очень приятная ситуация. Испытывал. То есть ты к своей работе имеешь довольно сильную эмоциональную привязанность? Сложный вопрос. На самом деле, типа, с одной стороны, конечно, тебе тут пизды вообще, что происходит. Но с другой стороны, как бы, ты все равно в этом участвуешь, ты в этом задействован, ты должен быть включен, и из-за того, что ты включен, до пизды. Некоторые ситуации происходят, и таким моментом, что кроет нормально. Что значит, что тебе до пизды то, что происходит на твоей работе? Ты же психолог. Да, я психолог. Но мне до пизды. Ну и, а как по-другому? Просто, ну, не знаю. Все так перетекает, на самом деле, постоянно. Сначала тебе до пизды, а сейчас вот, что так подумать, нормально, я включаюсь в эту работу. Ну, это не то, что хочется в жизни. Хочется, типа, больше музыки, больше жизни какой-то, а не вот этой обыденной, сложенной хуеты в твоей жизни. Хочется музыки,
петь, хочется петь по жизни. Когда ты пьян, хочется вот этого жизни, хочется очень сильной жизни. При том, что там тоже присутствует жизнь, конечно, но я не знаю. Какие вещи в основном тебя останавливают от того, чтобы переносить больше музыки в свою жизнь? Вредные привычки. Алкоголь, наркотики. Я сам, конечно. По-любому работаю над этим очень сильно. Постоянно. Ты только что сказал петь, когда пьян, то есть это получается вредная привычка. Соответственно. Да, это выходит, мне кажется, какая-то идея такая есть за этим, что ты типа... Получается, ты разделяешь... то есть, что для тебя пение? Объясни мне еще раз. Я не понял. Ну, когда ты чувствуешь, понимаешь, Какой-то... когда ты полностью погружен в эту ситуацию, когда ты чувствуешь это не тем, чтобы ты жил, а тем, что ты типа... Тем, что ты живешь. Тем, что ты чувствуешь эту ситуацию полностью, как на 100%, типа... Когда ты испытываешь кайф, дикий кайф. Когда вот так вот это, типа, то, что есть в эту секунду. Мгм. То, что есть в эту минуту, то, что есть вот оно сейчас, оно никогда ни потом не произойдет никогда. Какого-то рода медитация? Это, я не знаю, может, это медитация. Типа, может, слово еще не придумано к этому, я не знаю. Ну, это просто чувство, я называю это чувством. Не хочу ебаться насчет того, чтобы искать слово. Мгм. А что ты думаешь по поводу медитации? Никогда не пробовал. Может, я медитирую, на самом деле, постоянно, я не знаю. Я просто не знаю, на самом деле. Я много чего не знаю в своей жизни, поэтому медитация, ну, кайфово сидишь, что-то там думаешь. Фокусируешься на точке. Кайф. Класс. Супер. Может быть, я не знаю. У меня не получается, слишком много мыслей. Такие ситуации происходят постоянно. Но у тебя же есть, у тебя какой-то музыкальный опыт есть, у тебя музыкальное образование. Да, я закончил музыкальную школу. Мой отец композитор. Неплохой композитор, реально, мне кажется, он гений. Своего рода. Но он военный. Это не важно. Мгм. Военный в данном случае это типа opportunity, чтобы сделать что-то. У него была возможность, он чувак из деревни. Нижняя Мошево, чувак. Поэтому у него была возможность, он сделал это. Сейчас в Москве. Типа, чем это не путь к вершине? Ну, это значит, что он не своими усилиями, и ему армия проложила дорогу. Так армия это тоже усилие. И очень хорошее усилие. Над своим тем, что ты хочешь. Это типа замкнутое пространство, в котором ты живешь, чувак. И типа ты должен стремиться к своей цели anyway. И он сделал это. Получил максимальную выгоду и типа сейчас вообще охуенно Мгм. своей мечтой. Если бы ты занимался, если бы у тебя было больше музыки в жизни, то в каком бы направлении ты работал бы? А вообще не важно. Делал бы то, что хотел. То, что чувствовал в данный момент. Сейчас, конечно, есть мысли о том, чтобы типа делать коммерческие проекты какие-то, но это не важно. Это не важно. Ты делаешь то, что ты хочешь. То, что есть у тебя сейчас. А потом ты с этим что-то производишь. Мгм. Важно, это выходит на рынок в любом случае. Делаешь все по кайфу. То есть это может быть хип-хоп. Но сейчас ты уже что-то, у тебя есть какие-то движения? Да, есть пару записей. Я готовлю песню. Готовлю альбом, точнее, скажем так. Мгм. И может к лету, к середине лета он выйдет. Планирую разъебать эту игру. И это будет хип-хоп.
Хип-хоп, это будет инди-рок, вообще похеру. Это будет техно, хаус, это не важно. Будет все вообще. Это будет музыка. Музыка, она есть такая, какая она есть. Она заставляет людей петь. Вот что заставляет делать музыка. Музыка заставляет людей танцевать и петь. Все. Это две цели, которые ты должен преследовать. Чтобы чувствовать просто. Чувствовать. Заставлять людей чувствовать то, что ты чувствуешь. Но уже, но уже ж вроде, ты не думаешь, что уже как достаточно музыки наделали, чтобы под нее петь, танцевать? Почему людям все время нужно, чтобы кто-то писал какие-то новые песни? Почему ты пишешь их? Потому что, типа, жизнь — это движение. Ты должен двигаться. Ты должен добавить людям что-то новое. Ты не можешь. Жизнь — это жизнь, типа, жизнь — это то, что заставляет тебя, типа, идти вперед. А музыка — это то, что, типа, мотивирует людей идти вперед. Это такой механизм супер замкнутый и, типа, не замкнутый одновременно. Он, типа, продолжает жить. И в этом плане ты не можешь зависать на одном треке постоянно. Ты должен, типа, куда-то идти. Ты должен изменяться, ты должен смотреть под другим углом. И это и есть творчество, на самом деле, типа искусство. Ты смотришь просто под другим углом. Только хочешь ты это посмотреть. Людям нравится, не нравится, это не важно. Как ты думаешь, музыка, она куда-то развивается сама, вот, если смотреть исторически? Куда-то? Угу. Что значит куда-то? Не, она просто развивается, как она есть. Типа люди появляются, делают что-то свое. И все. Смотреть маршрут этого, ну, ты никогда не узнаешь, потому что ты не читаешь мысли людей, ты не знаешь, типа, куда они идут. Ты можешь приблизительно сказать, да, там чувствовать, что какие-то виды культуры, но... Да. Я к тому, что как культурная музыка, если сравнить ее с, например, в 18-19 веке, то, что она представляла собой, да, это было сильно другое, чем то, что происходит сейчас. Вот. Мы можем посмотреть, что диктофон пишет? Ну, конечно, типа, да, так и есть. Вот. И сейчас... Музыка другая, конечно. Но она такая... Как ты сейчас слушаешь музыку сам? Или что это для тебя такое? Когда ты это делаешь? В последнее время еще не слушаю музыку. Музыка — это... Когда ты пишешь музыку, ты не должен слушать музыку. Мне кажется, ты должен слушать, типа, культуру или, типа, людей. Ты должен слушать людей, что они думают, что они хотят, что они слушают, что они слышат, что они думают, понимаешь? То есть... Музыка, да, ты можешь, типа, наблюдать, типа, изучать какие-то новые композиции, которые выходят, конечно, но это бывает иногда очень часто замыливает твой глаз. Замыливает то, что ты на самом деле хочешь сделать. И поэтому, я не знаю, это вот мне иногда прилипает такое, то, что я не могу слушать музыку, потому что не вижу чего-то нового, чего-то того, что мне хотелось бы слушать. И, соответственно, из-за этого бывает месяцами я не могу не слушать музыку. Просто ходи, слушаешь, типа, окружающую среду. Типа, вот так вот и живешь. Ну, как бы. Из-за этого что-то... Какие-то у тебя же мозги работают на этом фоне. Потом такой, о, это круто звучит, все. Связал там трек холодильника. И кто-то говорит, все, офигенно. Выпускаешь, заработал 32 миллиона рублей. Я недавно выложил альбом, его послушало, по-моему, только 20 человек, что такое. Мне сейчас очень сложно выпускать какую-то музыку, потому что сделать так, чтобы ее увидели какие-то люди, это невероятно сложно.
Ну, конкретно, да, наверное, сейчас типа присутствуют какие-то рычаги давления на то, чтобы показать, вот, что такое, да, музыка. Но по мне так ты делаешь какое-то супер экспериментальное дерьмо, которое люди... Это поиск нового звука, конечно, типа супер новый звук, несомненно, но камон, люди типа не такие шаренные. Типа ты просто создаешь то, что ты создаешь, это важно. Мгм. Да. Но как раз вот эта вот культура популярности, которая сейчас, Вездесущий. да, она же действует на нас, она заставляет, ну, ты чувствуешь то, что тебе хочется стать Поп. Да. Поп есть поп. Главное к нему правильно относиться, просто все, типа. Не мешать себе в голове некоторые понятия между собой. Поп — это поп. Что такое поп? Что нужно? Просто поп — это только известно. Это только известно все. Это просто известно. Ничего более. За этим нужно искать. Что вообще значит это слово популярно? Это значит популяция. То есть это значит, что много людей. Это просто значит, что много людей знает это. Да, все. Больше об этом думать. Мне нравится, как некоторые слова, чтобы их понять, нужно просто углубиться. Достаточно углубиться, да. Да. Очень достаточно. Многие люди просто, типа, начинают себе задумывать какую-то хуету в голове, но, камон, меньше еби мозги себе и больше делай. Этого достаточно, чтобы здесь жить. Мгм. Достаточно. Да. Вообще отлично. Но все-таки у тебя у самого есть, вот у тебя есть какие-то... Просто я замечаю, что вот эта вот мысль о том, чтобы не ебать себе мозг и делать больше. Ну, очень часто бывает так, что трудно это все равно трудно что-то сделать в итоге. Как мы можем писать проблемы, с которыми мы сталкиваемся, когда мы что-то делаем? Да не быть просто пуси и все. Типа, ну, надо ебашить. Мгм. Типа, надо быть дисциплинированным в этом плане. Не нужно расслабляться. Ну, Да. ты расслабляешься, видишь эту жизнь, типа, таким углом, ты чувствуешь себя кайфово и так далее, и тому подобное. Ты типа, расписаешь в каком-то другом мире. Нужно уметь еще, типа, себя, типа, иногда приводить в действие. Просто в действие. Потому что действие — это жизнь. Мгм. Всю жизнь. И так ты, получается, типа, просто существуешь, ты не живешь. Для действия нужна смелость. Смелость, Ты сказал. конечно, да. Смелость очень присутствует при этом. Мгм. Делаешь, как делаешь. Главное, Вот скажи мне, ты переживаешь о том, что тебе вообще люди подумают на улице? вообще похуй. Это бывает иногда, конечно, типа вот, типа в подростковом, знаешь, возрасте такая хуйня часто бывает, когда ты пытаешься типа выделиться, но ты думаешь, что, блядь, что за хуйня? Но сейчас, команд, вообще до пизды. Мне кажется, сейчас вообще всем до пизды. Типа в нашей стране самая, мне кажется, удачная, блядь, ситуация для этой хуйни. Мгм. Ты можешь быть кем угодно, где угодно и чем угодно. И no one cares, как говорится, типа вообще похуй. То есть поэтому отдыхай, живи, блядь, делай, что хочешь вообще. М, м, Это не важно. Как там что люди, не люди. Им же тоже похеру. Но если ты, предположим, ты транссексуал, Слушай, чувак, я, ну, видел парня, который шел с синей бородой, типа в колготках и в берцах по центру Москвы, типа, ну не центру Москвы даже, это было, типа, блядь, около. Ему было вообще до пизды. И всем было до пизды. Но, блядь, типа, shit happens in your life, окей? Типа, да. ты встречаешь каких-нибудь долбоебов. Ну, это всегда бывает в твоей жизни, типа, ну, жизнь — это жесткая штука, не нужно забывать об этом, типа. Мгм. Бывает и хуже, бывает и лучше, это не важно. Везде свое дерьмо, типа, лучше там, где нас нет. Очень хорошая фраза.
Мгм. А мы живем там, где мы живем, и типа не стоит заебывать все мозги. Вообще похер. Как ты думаешь, люди на улице, они вот твой вот тебя поддерживают Конечно, поддерживаю. или Я так думаю, я материализирую, понимаешь, мысль. Да, Мгм. конечно. Потому что они чувствуют, когда ты к ним типа с душой, и когда все на уровне интуиции располагается. Вот в отношениях типа людей все располагается на уровне интуиции. То, как ты себя ставишь, то, как ты себя ведешь, то, как ты себя чувствуешь. Скорее то, когда даже ты себя чувствуешь. Вот это важно. Потому что они чухают. Все чухает. Типа на уровне, не знаю, чего это такое, что за хуйня, не разбираюсь. Но... Ну, что бы ты изменил в России, если бы ты мог? Что бы я изменил? Я бы легализовал дурь. Марихуану. Да. Я бы легализовал это дерьмо. По крайней мере, декриминализовал. Это точно нужно нам сделать. Почему? Потому что, да со всех точек зрения, как ни покрутить. С экономической точки зрения, типа, блядь. Теневой рынок надо, типа, налоги обложить бабок. Бабок больше будет, без проблем, типа, сделаем магазины, все легально, типа, не будет дури. С другой стороны, очень много тоже, блядь, ресурс, люди ресурс, их сажают, они потом не могут найти нормальную работу, больше денег бы приносили и так далее. То есть, и с другой стороны, там, блядь, это хуйня, за нее не надо сажать людей в тюрьму. Блядь, ломаешь жизнь чуваку, особенно на стране, блядь. Мгм. Тупость. Ебаная тупость, типа, ебучая коррупция, ебучий чиновничий беспредел, блядь. Ну, у нас всегда такое было. Но это было, как всегда, повлияло бы, мне кажется, позитивно. Мне часто кажется, то, что можно было бы добавить один новый государственный орган, который занимался бы не приниманием законов, а их отменянием, скажем так. Их основная деятельность заключалась. Ну, касательно, вот знаешь, политической жизни в России, я считаю то, что у нас исключительно есть черта все похуисты ебаные. Вот нужно делать. Нужно делать. И если я говорю о том, что типа нужно легализовывать типа дурь, нужно выходить, типа организовывать движение с сообществом, с количеством людей, которые будут объяснять грамотно. Ну, не то, что типа мы хотим дурь, блядь, и так далее. Ну, то есть делать это в правовой основе. Вот Путин, конечно, ну какой-никакой он такой, какой он есть. Ну, он говорит, в правовой основе, типа, в поле действуйте, и все. Действуем в поле, все, похуй. Просто этого никто не делает. Какие у нас молодые? Где тут молодые, блядь? У нас нет молодых в политике. Всем Подожди. похуям. Но как выходить куда-то, если у нас сейчас митинги вообще Полицейские, все... блядь, ну, согласовывай митинг. А если митинг не согласуют? Согласуй, где согласуй, блядь, чего точно согласуй, в смысле? 2 года назад чуть не согласовали митинг в честь поддержки типа марихуаны в Санкт-Петербурге. Согласуй, сделай это так, чтобы это было понятно людям, которые стоят сверху. Просто говори на их языке. Не надо типа с ними нужно уметь общаться. Ты знаешь, как типа Мгм. подростки и родители. Подростки кричат о том, что нам нужно дуть. Ну, блядь, ну ты поговори с ними, объясни с родителями, типа, нормально, на их языке, чтобы они поняли. Очень часто звучит аргумент о том, что марихуана культурно не принадлежит России. Франция, ладно, там понятно, они всегда дурят. А вот в России у нас симка. Марихуана это Да, западный. Слышал ты? ну я слышал такую хуйню, но на самом деле я считаю, что это просто типа пропаганда телевизионная, типа то, что есть в интернете, какое-то мнение, которое пухнуло, и типа оно существует. Я общался с людьми, которым типа за 45 лет, и там, мои там, дедушка с бабушкой, они типа в деревне курили, я ношу, Мгм. и какие-то корни. Мгм. То есть это присутствует всегда типа во всех культурах, потому что человек способен развиваться, и он ищет, и у нас естественный отбор, типа, и вот то, что его поисковая деятельность, типа, пробует все на себе,
Это, типа, нормально. Да, можно говорить то, что, типа, сколько угодно, то, что там наша страна не подготовлена к этому, ну, типа, камон. Типа, наша страна была не знакома с этим 20 лет назад. 30-40 лет назад просто, типа, у нас в 60-х годах только закон такой приняли. Да, это когда США начали борьбу с Да, наркотиками, когда они начали, весь типа, мир начал. До этого у нас никогда не было законов таких. Конечно, никто это не И регулировал, типа, на этом фоне. промышленность, марихуана. Они как приняли это там 150 лет назад, типа, так и живут до сих пор. Ну, потому что нету людей, которые не объяснят им, типа, ну, вот по-другому смотрите вы на эту ситуацию. Мгм. По крайней мере, хотя бы так. Мгм. Не сажайте, по крайней мере, за это людей. Потому что это, ну, со всех сторон тупо. Как ни крути. Но так. Просто в России очень много и долго думают. Очень хорошо думают. Очень долго думают. Но Мгм. надо активнее действовать, активнее просто и все. Типа развиваться, молодежь делать комьюнити. Все типа боятся чего-то. Боятся выказывать свои чувства, боятся выказывать свои эмоции. Типа молодежь сейчас у нас подрастает, типа кайфовая вообще. Такая типа фривол. Люди Мгм. хорошие, мне кажется. Поколение у нас достойно будет. Нормально. Что-то сделают. Ты поддерживаешь Путина? Сложный вопрос. Типа, потому что он один человек. Он один человек. Есть вещи, за которые я его ненавижу. Но это мои личные вещи, которые, я не знаю, они доказуемые, недоказуемые. Типа, есть информация в интернете свободно, типа, можете почитать по этому поводу. Мгм. По поводу того, как он пришел к власти. Но, с другой стороны, сохранил Россию. Но, с другой стороны, нахуй это надо или не надо, нахуй. Блять, это непонятно. Типа, он один чувак. У нас просто много долбоебов в стране. Вот именно которые долбоебов, которые остались у власти, которые воруют, которые делают, и нихуя, типа, ничего не происходит из-за них. Типа, очень тормозит. Он один чувак. Он просто один чувак, нужно это понимать. За одного человека нельзя ругать за всю систему. Есть система, нужно ругать систему. А систему нужно изменять системно. Убери Путина, камон, ребят, что будет лучше, что ли? Ничего не будет лучше. Мы сейчас сидим, типа, пьем, блядь, курим, нахуй. Окей. Измени систему, все, убери Путина, что будет, блядь? Кого поставишь, блядь? Ну, нету человека. Придет какой-нибудь долбоеб. Не так, наверное, думает большинство людей, блядь, у нас в стране. Но Мгм. если хочешь менять власть, типа, меняй ее системно, типа, убери, по крайней мере, блядь, эти партии, нахуй, из Государственной Думы. Это что за пиздец, блядь? ЛДПР, Единая Россия. Что это за люди, блядь? Жириновский, нахуй, лидеры либерально-демократической партии. Он кричит налево и направо о том, что, типа, надо, типа, ебашить там Хачи, потом говорит, что он знает турецкий. То есть это человек, который возглавляет либерально-демократическую партию в нашей стране. Ну, это фарс, просто политический типа юмор. И Путин это допускает, ну, блядь. Есть у нас кадры, вот у меня вопрос вот ко всему российскому комьюнити. Есть ли у нас кадры, готовые заменить Государственную Думу, Совет Федерации, должности во внутренних войсках, типа, и в вооруженных силах? Есть ли такие люди, которые будут думать своей головой, а не думать, типа, о том, чтобы сделать себе получше? Вот вопрос. Я считаю, что нет. Поэтому Путин, окей. Можешь назвать свои 3 главные ценности в духовном плане? Добродетель, любовь, да, мне кажется, это достаточно. Похер. Нахуй третий. Что-то ничего нужно придумать. Да и фишки есть, и все. Играй по их правилам.
Все из-за этого. Что бы ты пожелал всем людям этого мира? Что бы ты им сказал? Сказал, убирайте за собой, суки ебаные, блядь. Хватит планету засорять. Заебали. Реально. Вот они должны это делать. Реально, типа. Это полная хуйня, блядь. Убирайте говно за своими собаками, блядь, и бычки, нахуй, за собой. И заводы блядь. Засратые газоны тебя напрягают. Конечно, очень напрягает. Меня напрягает засратая природа, блядь. Мы не должны так относиться к этой хуйне. Типа, камон, ребята, блядь. Хорош. Это не так сложно, блядь. Донести какую-то хуйню до мусорки, блядь. Даже я не говорю о раздельном мусоре, как там, блядь, делают в нормальных странах. Я типа, вот, блядь, неважно, везде. Просто нужно людям собраться и чистить, типа, вот все, типа, этого достаточно. Блядь, в смысле, в океане, нахуй, плавает размером с Францию, блядь, пластиковый остров. Из пластика. Это, конечно, хуйня, может быть, ну, там, сравнение, да, конечно. Но это, блядь, это дерьмово, это тупо и некрасиво просто по отношению к самим себе. 5 лучших хип-хоп исполнителей России. 5 лучших. Или вообще не хип-хоп, а просто... Исполнителей это будет легче. Да. Ну, Земфира. Конечно же, Земфира, блядь. Яна молодец, что сейчас ничего не делает. Реально, она осталась королевой. Похуй. До нее никто не доебется сейчас. Интересно, как она зарабатывает на жизнь? Кто так зарабатывает, может? До сих пор. Денег хочешь? Оплаты. Это, конечно, очень прикольно. Ну, это очень сложно, на самом деле. Типа, все имеют свои поджанры, но если она, типа, современная, вот именно то, что сейчас есть, да? Пугачева. Бро, Пугачева охуенная женщина. Типа, блядь, слушайте ее старую песню, охуеть. Это круче, чем Мадонна, блядь, и круче, чем, нахуй, все, что есть в Америке. Там душа ебаная. Ей, кстати, 70 лет исполнилось. Да, она ебанутая вообще. Ну, ты посмотри, достаточно одного взгляда понять, что у этой женщины все в жизни удалось. Она живет в замке. У нее замок свой построен. Где? Ну, я не знаю, где на Рублевке. Ну, территория непонятно, блядь. Что, жить в Хрущевке, что ли? Ну и у нас куча, на самом деле, групп, которых я бы хотел выделить, но типа, блин, Курехин пиздатый музыкант. Но он скорее, типа, как не музыкант, он скорее более, типа, такой создает перформанс какой-то определенный, типа, ну, а то, что он владеет, типа, всеми, типа, предметами своей деятельности, так, что он просто, его можно назвать музыкантом, он охуенный чувак. И поэтому плюсом за это, типа, блядь. Остальные команды, да у нас, блядь, все, у нас дохуя всего, блядь. Чайковский, нахуй. Охуевший чувак. Свиридов, блядь. Охуевший чувак. Все охуевшие чуваки. Дохуя, блядь. Ну, списка не пересчитать. Мои любимые. Головы, ебт. Вот ребята делали дело в свое время. Забросили, правда, но делали. Неплохо, могли, могут и могли. Вообще супер. Да, реально. Проебались до пизды. Может быть, вовремя ушли. Остались пятном в истории. Пятнышком. Как так? Вон у меня там это наш первый трек-лист в рамке. Можешь сказать, что что в твоей жизни, скажем так, самое большое, какое у тебя самое большое противоречие в твоей жизни? Ну, больше вот в философском плане. Противоречие. Ну вот, типа, люблю я людей или не люблю. Вот так вот. Такая хуйня.
Потому что бывает по-разному совершенно, типа, зависит от твоих эмоций, а эмоции, типа, накрывают, бывает по-разному. Ну, я люблю. Очень сильно люблю. Люди охуевшие.